Продолжаем наш видеосеминар. Теперь мы посмотрим, как вести необходимый учет и заполнять 6 НДФЛ в программе Камин. Расчет заработной платы, версия 3.0. Будем мы демонстрировать на примере последнего релиза на данный момент 3.0.81.5. Сразу же хочу сказать, что информацию о новшествах, которые фирма Камин добавляет в своей конфигурации, разработчики, методисты размещают в отдельном файле, который называется newdoc.doc. Он находится в составе шаблона с обновлением конфигурации. Вот его такая структура. То есть этот файлик, вот сейчас он на 65 страницах. Здесь вот каждое существенное изменение достаточно подробно описывается, иногда с примерами, если это необходимо. И если вы этого файла никогда не видели, то рекомендую хотя бы раз его почитать целиком. Вполне возможно, о многих полезных возможностях вы из него можете узнать. Так, ну теперь возвращаемся к программе Камин. Напомню, что вот эти вот все новшества, которые у нас 1 января 2016 года появились, они включаются в программе в константах, в параметрах учета рассчитывать НДФЛ на дату выплаты дохода. Причем разработчики при том обновлении, в котором это все было реализовано, сами установили эту галочку, и она должна быть у вас установлена. Только если вы сами, желая вернуть старые добрые времена, эту галочку не сняли. Да? Такие ситуации у нас бывали в январе, когда пользователи не вполне разобрались с этими новшествами и вот снимали галочку и считали все по-прежнему. Помимо этой галочки мы должны в справочнике вида доходов, вот они у нас в первом разделе, для используемых у нас доходов проставить галочки, что НДФЛ считается над выплаты. По умолчанию разработчики поставили галочку наиболее частых, по их мнению, видов расчета. То есть мы видим, что галочек практически нигде нет, хотя правильная ситуация с точностью да, наоборот. Галочки должны быть практически везде, за исключением кодов 2000 заработная плата и 2530 оплата труда в натуральной форме. То есть вот нужно этот справочник внимательно посмотреть и проставить галочки там, где они у вас не стоят, а виды доходов используются. Так. Ну, вот мои галочки проверили. Теперь посмотрим на то, как в программе правильно отражать ситуации с подоходным налогом. То есть вот у меня тут в примере есть несколько больничных. Да, первые больничные у меня были в январе. И один из больничных был выплачен на межрасчете. Вот он. В помощнике межрасчетная выплата в случае, если выплачивается сумма документа по среднему, либо сумма начисления больничного либо отпуска, автоматически появляются колонки по НДФЛ и происходит расчет доходного налога. То есть вот мы видим, что здесь есть сумма, они учлись в формировании суммы к выплате, то есть отнялись от начисленного дохода. В настройках в этом документе мы могли указать, стоит ли нам применять сейчас стандартные вычеты или этого не делать. В документе НДФЛ в версиях Камина, которые действовали в январе-феврале, НДФЛ мог считаться только с тех доходов, которые при выплате НДФЛ не облагались, то есть только с зарплаты. Соответственно, если кто-то надеялся, что из документа межрасчетная выплата можно НДФЛ удалить и вставить его в документ НДФЛ, вот это было нельзя.
до апрельских релизов. Так. А в апреле же появилась в документе НДФЛ возможность указать, что хотелось бы нам, чтобы в этом же документе НДФЛ считался доход. И вот с этих вот видов доходов, по которым НДФЛ считается дата выплаты дохода, то есть при установлении этой галочки может появиться закладка следующего месяца. Вот, например, у меня был еще один больничный по матросовой, который я буду выплачивать уже в апреле. И вот документ НДФЛ может этот подоходный посчитать. Чем этот режим хорош? Тем, что с его помощью устраняются неприятные вещи, непривычные, которые наблюдаются в своде и в расчетном листке. То есть вот давайте на примере января мы что посмотрим. Если я сделаю свод универсальный за январь, то я увижу, например, какое-то сальдо конечное по сотруднику. Сейчас я вам скажу какому. По больничному нам интересно. Так, больничный у меня был в конце января посчитан по сотруднику Тараторкину, и выплачивать мы его будем в зарплату. И вот какой интересный нюанс у нас с отчетами. То есть вот сейчас я сделаю отчет по одному сотруднику, по Тараторкину за январь. Так, для удобства просмотра сейчас я сделаю такую вот вещь. Зафиксирую таблицу, чтобы увидеть сальдо наконец. Так. Вот у меня сальдо 28 792. Ту же самую сумму я увижу в расчетном листке 28 792. Так. А если же я открою документ выплата заработной платы, который у меня сформировался за месяц январь. То есть, во-первых, я увижу здесь, что посчитался подоходный налог с этого больничного 255 рублей. И увижу, что Тараторкину положены две суммы. Вот общая сумма 28 536. То есть, что получится? Я, во-первых, при проверке того, правильно ли я сделал выплату или неправильно, увижу, что у меня не сходится сумма. Во-вторых, если я дам такой расчетный листок сотруднику, то он придет и скажет, а где деньги. Потому что по факту я выплачу ему денег меньше. Из-за того, что у меня больничный считался доходом февраля, и с него в феврале удержался налог. Чтобы такой ситуации не возникало и все отчеты показывали одинаковые суммы, в принципе, можно выполнить их донастройку этих отчетов. То есть, например, в своде универсально можно поставить галочку только за период январь. Да, то есть автоматически период увеличивается на больший срок, так скажем. И вот, ну, сейчас у меня уже стоит галочка выплачен, но я вижу, что выплачено 12 536. И в расчетном листке тоже есть дополнительная закладка, и здесь можно вводить НДФЛ, рассчитанные при выплате, показывать его в предыдущем месяце. Вот я вижу сальдо на конец периода тоже более-менее правильное. Но можно вот таких настроек и не делать, а пользоваться флажком. Рассчитывать НДФЛ с доходом. Вот с таким вот. То есть в этом же отчете, в этом же документе у меня есть возможность настройки применения вычетов. То есть я могу сказать, что вот я не хочу применять стандартные вычеты к доходам следующего месяца, вот к этому больничному, например. И после проведения такого документа у меня отчеты, которые я привык формировать, то есть вот универсальный,
например, Матросову. Будет показывать НДФЛ, состоящий из двух сумм. Так, и расчетном листке в обычном, с обычными стандартными настройками будет показывать те же самые правильные суммы подоходного налога. Ну, соответственно, и сумму на руки. Так, в таком случае вот документ выплата, если мы ставим такую галочку в документе НДФЛ, видите, как у нас выглядит? У нас нет закладки НДФЛ, а есть закладка только с выплаченными суммами и с подоходным налогом, который нужно удержать. И в последних релизах появилась возможность либо ручного редактирования удержанного налога, это часто не обязательно, либо обновления этих данных за указанный период. То есть здесь в качестве нюанса на что можно обратить внимание в документе НДФЛ, когда мы ставим галочку «Рассчитывать НДФЛ датой признаком», вот с этим вот «Рассчитывать НДФЛ на дату выплаты дохода», появляется окошко с планируемой датой выплаты. И вот мы должны его по-хорошему точно и проставить. То есть, например, 8 апреля я поставил. В том случае, если я реальную дату буду делать 7 апреля, то у меня автоматически программа вот в качестве вот этого периода поставит период с начала месяца, за который я оплачиваю зарплату, по дату выплаты. И вот если я сейчас обновлю, то видите, у меня пропал код 2300, вот этот вот больничный по Матросову. В принципе, я могу не заходить в документ НДФЛ, могу просто здесь с руками выбрать период, за который мне нужно анализировать удержанный НДФЛ, и все прекрасно попадает. Вот появился Матросов, вот они суммы. Так. Здесь мы видим отрицательный подоходный налог, а это возврат подоходного по имущественному вычету. Так, пожалуй, все про вот эту вот новую возможность расчета НДФЛ всего в документе НДФЛ. Ну, теперь давайте посмотрим сначала на расчет по 6 НДФЛ, а потом на те отчеты, с помощью которых мы рекомендуем выполнять проверки. Итак, 6 НДФЛ. Выбирается расчетный период, за который формируется отчет. Здесь есть набор настроек. Некоторые настройки, они уже, скажем так, утратили свой смысл, потому что этот отчет появился, наверное, еще где-то в феврале. После этого выходили письма налоговые, которые уточняли, как себя вести в той или иной ситуации. И вот поэтому, то есть, например, включать удержание НДФЛ по дату, теперь нужно здесь ставить конец месяца. Да? То есть, возможно, были варианты, когда еще не было понятно, что будет с мартовской зарплатой. Я сейчас, кстати, укажу здесь дату все-таки 8 число, чтобы проверить ситуацию с больничными. Но когда вы будете делать отчет за первый квартал, вы будете здесь ставить 31 число 2016 года. Включать выплаты за 2015 год я сейчас тоже ставлю галочку, потому что знаю, что их нужно отражать во втором разделе. Так, включать второй раздел, только сроки со сроком перечисления в отчетном периоде. Вот это вот еще галочка. Нам тоже будет нужна при заполнении отчета за первый квартал. Так, нажимаем кнопочку «Рассчитать». Видим, что вот у нас есть строчка с налогом за 2015 год. Данные по январской зарплате. И тут у меня в базе не рассчитана, не начислялась зарплата за февраль, а только за январь и за март, чтобы было проще формировать своды. Поэтому и все, больше ничего нет. Если же я сниму галочку вот эту, то получу еще и зарплату за март.
Так, давайте мы посмотрим на что. На то, что НДФЛ за 2015 год у меня здесь не проставился. Ну, программа действительно не знает, какой НДФЛ я удержал, и это надо будет заполнить руками. Так, ну, в разделе первом тут у нас нюансов особенно и нет. Сказать здесь нечего. Ну, отчет выглядит корректно. В принципе, здесь я могу проверить, что у меня происходило с датами выплаты дохода. Но для более детального анализа лучше пользоваться специализированными отчетами. Сейчас мы о них и поговорим. Так, первый отчет, с которого мы советуем начинать проверку, это старый добрый отчет от НДФЛ. То есть с его помощью мы можем проверить, насколько вообще корректно произошел расчет подоходного налога. То есть вроде бы все достаточно понятно, алгоритмы уже устаканены, но отдельные последовательности операций, которые вы можете выполнять, может привести к неверному расчету. Заодно же в этом отчете можно проверить и предоставление стандартных вычетов. То есть не произошло ли удвоение вычетов или там наоборот не предоставление. То есть как мы предлагаем выполнять эту операцию. Свод по НДФЛ формировать имеет смысл поначалу за все периоды, за которые уже происходил расчет. Выбираем группировки сотрудник месяц. Нажимаем сформировать. Вот у нас формируется отчет. Так, здесь выводится информация о сумме дохода, о вычетах, которые были применены, и рассчитанном и перечисленном налоге. Но сейчас удержим налоги. Сейчас нас интересует вот этот налог рассчитанный. То есть как проверить, правильно ли налог посчитался. Ну, понятное дело, могу взять на калькуляторе от суммы дохода отнять вычеты и умножить на ставку. И посмотреть, та ли сумма у меня получилась или нет. Ну, когда один сотрудник, это нормально, а когда сотрудников достаточное количество, всех так не проверишь. То есть здесь можно воспользоваться Excel, например. То есть вот у меня есть табличка, я ее могу сохранить. Выбираю, что это у меня будет лист Excel. Ну, и давайте как-нибудь назову. Здесь. Так, вот у меня сформировался файл, образец экселевский. И вот в нем я уже могу использовать механизм формул. Ну, давайте я покажу, как это можно делать. То есть ставим знак равно, говорим, что мы от суммы дохода отнимаем скидки, отнимаем вычеты. Получается сумма дохода. В следующей ячейке мы эту сумму дохода умножим на 0,13%. То есть ячеечка вот эта умножить на 0,13. Получается какая-то сумма. Ну, можно ее сравнивать сразу с этой, но мы видим, что у меня сумма с копейками посчиталась, а рассчитывается НДФЛ без копеек. Давайте я еще соседние ячеечки выполню округление. Округление буду делать с помощью функции Excel. Достаточно она простая. Округл. Вот он говорит, какое число я буду округлять, а я буду вот это округлять. И через точку с запятой надо указать число формат разрядов, которые я буду использовать. Для меня это количество 0. Нажимаем Enter, вот получается у меня число. И теперь я вот должен значение в этой ячейке сравнить со значением в этой ячейке. Ну, проще всего сделать вот так. От значения налога, рассчитанного в программе, отнимаем то значение, которое получили мы. Вот значение какое-то, получаем 0. Дальше что мы делаем? Выделяем ячейки и за нижний уголок тянем их вниз. Так. И получаем какие-то значения. Да? То есть видим в большинстве случаев 0. И вот только в одном случае у нас сумма достаточно большая. Отличие получилось. То есть по матросу в январе мы налог не посчитали вовсе, а в марте посчитали, причем с учетом января, то есть накопительно. То есть, если посмотреть итого по матросовой, то налог посчитан правильно, но по месяцам есть различия.
когда у нас будет достаточно большой список, и там сложно нам будет просмотреть, где нули, где не нули, можно воспользоваться такой вещью, как фильтр в Excel. То есть вот выделяю я строчку, которая у меня с заголовками, в закладке данных могу вставить автофильтр. Например, я могу здесь отобрать, например, по условию не равно нулю. Вот я вижу только строчки с ошибками. Так что вот у меня в каком-то месте, да, тут я не вижу человека, но я вижу номера строк, в которых у меня проблемы. То есть если фильтр снять, то я вот как бы найду эти строчки по номерам. Так, ну, сейчас разбираться с тем, что там с матросом случилось, я не буду. Задача только показать, как можно проверить, насколько корректно считался подоходный. Да, ну и здесь же вот могу обращать внимание на вычеты. То есть, если вы представляете, какие у ваших сотрудников вычеты, то вы можете там понять, правильно ли в каких-то месяцах они предоставились. То есть, еще раз повторю, ситуация, когда вычеты двоятся, вот с этим новым расчетом они могут быть, я это смогу показать в ошибках, которые будем в дальнейшем рассматривать. Итак, это первый отчет. С помощью него мы просто проверяем, правильно ли посчитался подоходный налог. Следующий отчет. Это отчет недавно появившийся, сравнение НДФЛ рассчитанного и удержанного. Ну, его поначалу тоже имеет смысл выбирать за весь год, а уже в дальнейшем выбирать только за тот месяц, который вас интересует. Здесь предлагаемая мною группировка строк выглядит как? Ну, вид дохода, чтобы сначала было видно там больничные, это либо отпускные, либо зарплата, потом сотрудник, потом период действия, затем документ. И смотрите, в каком виде выводится отчет. То есть вот по коду 2000 я вижу, что у меня по Иванову налог начисленный совпадает с удержанным. Ну, по каждому месяцу. И я вижу с расшифровкой по документам, что вот у меня начисленный был выполнен документом НДФЛ от 31 января, удержанные выплаты от 8 февраля. То есть вот все нормально, все идет. В случае несовпадения данных фамилия будет посвящена красным, и вы, в принципе, быстро сообразите, где у вас ошибка. То есть, еще раз скажу, что налог исчисленный у нас формируется документами НДФЛ и документами выплата, если мы НДФЛ рассчитываем при выплате, а колонка налог удержанный только документами выплаты. То есть вот пример, опять-таки, ошибки покажу в дальнейшем. То есть это вот проверка вторая. То есть мы проверяем, насколько наш правильно исчисленный налог совпадает с удержанным. И проверка третья. Это ведомость НДФЛ по срокам перечисления. То есть это отчет, который похож примерно на второй раздел 6 НДФЛ. Его можно также скомпоновать, вот как прям там. То есть сначала, например, дата получения дохода, потом дата удержания, потом срок перечисления, сумма дохода и сумма налога. То есть вот эти вот строчки с 100 по 140. И дальше можно вот такие группировки оставить изначально. Вот смотрите, в каком виде получается отчет. То есть здесь я вижу по датам и по людям суммы дохода и налога. То есть я в этом отчете могу увидеть более детальную информацию, чем во втором разделе. То есть должен я обращать внимание на отсутствие сумм налога. То есть да, они могут не быть, если мне нечего удерживать сотрудника по доходу налог. Но вот пустых мест не должно быть. Или там даты удержания могут быть не заполнены. То есть вот такой отчет, с помощью которого достаточно легко вот эти вот ошибочки искать. Так. То есть еще раз напомню, что отрицательный подоходный налог вот в этом отчетике он может быть. Да? То есть вот возврат подоходного налога по конкретному человеку он действительно проходит с минусом. Но в итоге во втором разделе в группе строк с 31 марта 2016 года, 7 апреля и 8 апреля отрицательной суммы быть не может. Потому что я не могу
удержать у человека минус, и налоговая этого не поймет. Да? То есть я, получается, должен у налоговой какие-то деньги забрать, чтобы вернуть подоходный налог. У меня же этого не происходит. Да? То есть, повторю снова, что удержание возврат подоходного налога какому-то сотруднику происходит за счет уменьшения суммы налога, которую я перечисляю по остальным сотрудникам. Так, ну вот, собственно, и все. То есть вот у меня 6 НДФЛ мы посмотрели. Мы посмотрели 3 отчета, с помощью которых можно проверять, насколько правильно ведется в программе учет НДФЛ. Ну и посмотрели на недавно появившиеся настройки в документе НДФЛ, которые позволяют упрощать понимание стандартных отчетов. Так, ну, на этом, наверное, и все.